Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте, бритье, 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 сбылась мечта идиота. Не раз и не два я заглядывался на одну бритву, не раз и не два я ее на себя примерял, но стоимость ее меня, конечно же, останавливала. Ну и то, что это не совсем обычная бритва, то, что это такая как бы тяпочка на одно лезвие, тоже как-то, знаете, так. Ну, я сам себе говорил, ну вот смотри, Иванов, у тебя есть великолепный гем, который бреет так, что просто взрыв мозга. И да его купить-то можно на сегодняшний день за 20, 25, 30 долларов. А с этой стороны вроде как One Blade. И ну и зачем тебе это? Я не мог ответить на этот вопрос. Ну, может быть, в том числе и поэтому я как-то все никак не мог добраться до этой бритвы. Но случилось чудо. Сергей Сергеевич в своей посылке забросил парочку таких бритв, но не совсем обыкновенных. Одна из них это обыкновенная бритва, обычная. Ну, то есть все, кто захочет One Blade купить, он идет, покупает, и вот такая вот бритва ему приходит. А вторая, которую Сергей Сергеевич переделал на своем оборудовании. И сейчас у нас с вами редкая возможность побриться сразу двумя вариантами одной и той же бритвы. Кто-то спросит, а зачем вообще ее переделать? Что там, дураки сидят, плохо сделали, что ли? Зачем Сергей Сергеевич своими ручками шаловливыми туда полез? Вот то, что я сейчас скажу, по идее, можно было бы сказать и в заключении. Потому что, ну, каждый человек, который, если чем-то интересует, он собирает информацию. Так вот, та информация, которую я собирал по поводу One Blade, она неоднозначна. Части людей эта бритва, ну, в принципе, нравилась. Не так, чтобы вау, там все. Ну, просто нравилось. А часть ее категорически не понимала. За что, блин, я отдал такие бабки, но она не бреет, да вы что, да-да-да, ну вот все вот в таком вот духе. Я не совсем понимал вот эти вот все, вот то, что люди говорят, потому что, ну, как бы там прямо на сайте написано, что вот, пожалуйста, пробуйте, у вас 60 дней на возврат, не понравится, возвращайте нам бритву, мы вам вернем деньги. Но факт остается фактом, такие разговоры были. Возможно, это отчасти связано с лезвиями, возможно, это отчасти было связано с самой бритвой. Вот сейчас у нас с вами будет ярчайшая возможность, редкая и яркая, проверить все это. Если лезвие, то лезвие специально заказывается компанией у физеров, то есть в Японии. Если бритва, ну тогда даже переделки Сергея Сергеевича ни о чем не помогут. Что будет в конце? Что в конце концов вот это вот принесет, я еще не знаю. Пошли на крупный план, потрогаем, пощупаем, потом побреемся и все проверим сами. Пошли смотреть. Вот, парни, перед вами вся та красота, которую хотелось бы показать сегодня. Начинаем с бритв. Бритва One Blade для меня не в диковинку, то есть в руках держать не держал, но информации очень много поступает из форумов, из каких-то отзывов, из каких-то комментариев, кто-то приходит, говорит. Но вот из всей этой информации, вот эта коробка для меня, например, ну совершенно неудивительно. Я уже знаю, что компания One Blade именно в таких коробках поставляет свои изделия. А вот эта же коробка, кейс кожаный, для меня совершенно необычно. Неужели это можно в самой компании заказать, или это человек, который вот хранит свою бритву в таком кейсе, сам заморочился и сам такое сделал. Посмотрите, как все элегантно, красиво и замурчательно выглядит. И причем даже вот этот One Blade, это вы же не просто так взяли рукой и написали. Это специальное клише было сделано, когда вот, которое позволяет вот так вот все сделать. Ну то есть молодцы, молодцы. Подтверждает мои мысли вот эта вот пенорезина плотная, которая явно не руками резана, а лазерная резка. Ну и смотрите, какой резиновый кейс. Пока я в недоумении. То ли это компания делает, то ли это кто-то из наших мастеровых уже наловчился. Наверное, стандартная какая-то бумага, которая объясняет, что, где, куда, как, почем, сколько. Ну, в данном случае вот вставлять лезвие, к примеру. Сама бритва, конечно. И подставочка. Вот тут еще что-то есть. Тут наверняка, что это такое. А это хороший бумажный пакетик, куда можно много денег складывать. Не, ну вдруг у тебя еще деньги остались после покупки такой бритвы. Вот тебе конвертик, пожалуйста, взял туда бабосов, накидал. Ну и маленькая кучка гемовских лезвий. Сергей Сергеевич предупредил, что он их заранее подготовил, снял вот эту обечайку, которая практически на каждом лезвии идет алюминиевая. Это, кстати, несложно, я уже показывал на видео. А меня научил Сергей Сергеевич. Поэтому ее сейчас уберем в сторону. Подставка. Это то, чем я всегда восхищался.
Настолько она проста, лаконично, красиво, в конце концов, что, ну, блин, против такой подставки, ну, очень сложно устоять. Массивная, тяжеленькая такая, нержавеющая. Ну и причем хранит бритву в не совсем обычном положении, то есть, ну, сами понимаете, да? Ну, то есть, если вы вот дома так вот ее храните, достаточно удобно. Взял, бреешься, так тырс, и вот так вот сделал. Ну, просто мне нравится, очень нравится. Ну и, наконец, сама бритва. Бритва от компании OneBlade. Ну, начиналось, конечно, все с нержавейки. Потом, насколько я понимаю, расширили по литру нержавейки. Если первоначально сама нержавейка стоила где-то в районе $400, потом цену чуть-чуть поприжали до 300, то сейчас возможны варианты Gunmetal за те же самые деньги. $300 точно так же остается. Но если вы вдруг решите покрыть свою бритву 18-каратным розовым золотом, то вам эта бритва уже будет на $150 дороже, 449. Ну и, конечно, полный отрыв мозга, это если вы всю свою бритву захотите покрыть 24-каратным обычным золотом. Но тогда ваша бритва будет просто стоить $750. Это что касается нержавеющей стали. Конечно, сделаны с высочайшими допусками, военными там жесткими такими делами, как пишут они на сайте. Ну и понятно, что эта бритва самая лучшая в мире. Это говорится буквально в каждой аннотации для нее. Флагманская бритва Genesis полностью выполнена из нержавеющей стали, имеет индивидуальный номер, отполированную ручку и изготовлена и с безумными допусками. OneBlade – это незабываемое ощущение от бритья, гарантировано на всю жизнь. Доказано, что он устраняет неровности, порезы, ожоги бритвы и раздражения для любого лица, в том любого типа кожи. Это самая интуитивная, понятная бритва с одним лезвием на планете. Вот. Ну, то есть, вот, люди доступно объясняют. Но если вдруг кто-то хочет что-то попроще, то компания точно так же предлагает с нержавеющей головой, но и с пластиковой ручкой. Пластик они называют как-то интересно тритан. Ну а все остальное, конструктив тот же самый, только заменяют ручку. Ну и, конечно, самый бюджетный вариант, это если вы берете полностью пластиковую бритву. Конструктив точно такой же, один в один, только вся бритва из пластика. Тогда эта бритва вам обойдется в $29. Ну, вот такая широкая палитра у этих бритв. Давайте уже разберемся, как мы тут будем что вставлять. Интуитивно понятно же должно быть, да? Так. Вчера был стрим, мы там с пивасиком посидели. Что-то моя интуиция сегодня не очень-то мне спешит на помощь. Так, ну плавающая голова понятно. Действительно, все интуитивно понятно. Ну да, вот, все, вставил. Так вот, эта бритва переработана Сергеем Сергеевичем. Переработана в том плане, чтобы эта бритва брила только гемовскими лезвиями. Родное лезвие сюда уже, судя по всему, не войдет. Ну и как это будет брить? Гемовское лезвие и родное, которое компания специально заказывает в Японии для своих бритв. Вот сегодня мы с вами и посмотрим. Пока мне нравится. Все нравится, кроме ценника, а там уже посмотрим. Так, это стальной вариант. Ну и давайте посмотрим тот, который идет в базе. Gunmetal, насколько я понимаю. Так, а этот у нас с подставкой будет. Дыщ, выпало. Ну и Gunmetal, конечно, смотрится тоже шикарно. Вороненое железо, то все дела. Так вот, сама бритва, она мало чем отличается. Все то, что я рассказал по предыдущему, все то же самое, только за одним маленьким исключением. Здесь никто ничего не переделывал. Здесь, если вы захотите, вы гемовское лезвие, иди ко мне. Вот все. Видите, оно уже не идет. То есть что-то там есть такое, что мешает. А в эту Сергей Сергеевич уже обработал на своем оборудовании. Оборудование это не в смысле напильником на коленке. Оборудование это в смысле у Сергея Сергеевича есть и фрезеры, и токарные, все у него есть. Если потрясти, я думаю, что у него даже еще и пересвет будет. Не знаете, что такое пересвет? Лазер, который сбивает низко-низко летящие подводные лодки. Так вот, где гемовское? А, вот родное. Давайте родное сюда и поставим. Физер, конечно, серьезная компания. Но когда я в первой истории стал слушать по поводу OneBlade, у меня было больше вопросов и недоумения, нежели какой-то там радости. Вот давайте, наверное, в сегодняшнем бритье попытаемся во всем этом разобраться.
Здесь же уже лезвие оставляется, смотрите, легко и непринужденно. Но второй раз всегда легче, чем первый. Вот, это будет наш второй красавчик. Вот эти два героя на сегодня и будут брить. С одной стороны стандартный набор Gun Metal 300 рублей за все удовольствие и родные лезвия, заказанные компанией в Японии именно для своих бритв. С другой стороны все то же самое, но наш российский мастер переделал голову One Blade для того, чтобы эта бритва могла брить гемовскими лезвиями, теми самыми, которые мы используем в гемах. Вот сегодня и посмотрим. Пошли дальше. Буквально накануне этого обзора, еще на прошлой неделе, в пятницу где-то или в четверг, Евгений приходит, приносит мне коробочку, говорит: смотри, Вадим, ТДС прислали, говорит, попробуй. Говорит, а то вся Россия уже знает, одни мы с тобой не знаем. Я говорю, а что Россия знает? Оказывается, есть какие-то обширные массы народа, которые уже, ну, чуть ли не фанаты вот этого продукта, которые от него настолько в восторге, что просто аж пипец. Особенно вот от каждого из них, особенно, конечно, от Пришеева. Пришеев, говорят, очень-очень людям понравился, но не понравилась форма стика, неудобно пользоваться. Вот, говорит, давай посмотрим и узнаем, что это такие. Я говорю, ну ладно, хорошо. Я говорю, а что за дядька-то веселый? Он говорит, о, ты что, брат, это целая история, это живой человек, ему 82 года. Это, ну, насколько я понял, это житель одной из деревень. И несмотря на свои почтенные года, но все-таки, согласитесь, 82 года, человек делает все сам. Копает картошку, очищает огород, занимается хозяйством, ну то есть что-то делает, машину ликвидировал как класс, гоняет на велике. Ну то есть это очень жизнерадостный, позитивный и просто душа человек. Вот тут даже что-то написано на его тему, а я не удержусь, прочитаю. В деревне шумно, я лес люблю, он мое богатство. Гармония там, тихо и душе спокойно. Вот я же что говорил, наш человек. Плохой человек такого не скажет. Так вот, именно именем этого человека ТДС и решили назвать свою серию Семенович. Вот давайте и попробуем. Вначале, когда меня предупредили, что это якобы там дегтярная нота, я так, знаете, ушко-то навострил, потому что много дегтя, это попандос. Это не каждому понравится. А тут, вот если судить по автошейву, нет, ребята. Это ровно настолько, чтобы полюбить, но не отвратить. Я еще не стал открывать, не стал рвать, потому что на каждой банке специально будет вот такая девственная пленка, которую каждый новый покупатель сможет это все оторвать. Почему стали делать так? Потому что у ТДС производство небольшое, мыло всегда раскладывают на горячее, но не всегда на горячее не успевают. Бывает так, что банок много, и пока они разложат, мыло уже подостыло, и приходится им как-то, ну, уже полутвердое мыло по банкам раскладывать. А люди, когда банки получают, хлоп, открывают и смотрят: о, а у того ровненько, а у меня, вон, смотрите, как-то вот как-то неровненько. Вы что, его открывали? Вы что там уже пробовали, ребята? Никто его не будет открывать, и никто не будет ковыряться. Вот оно как пришло с производства, вот так вот мы отдаем. Так вот, чтобы вот убрать все эти вопросы на корню, ТДС стали делать вот такую пленку. Поэтому вот это есть, вот так оно с завода и пришло. Это не кто-то там лепит. Поэтому давайте мы ее все так вот, нет, давайте мы ее не так. Давайте мы ее вот так вот. Тырц. Опа. Америка, Европа. С одной стороны, с одной стороны. О, ребята, будет о чем поговорить. Будет о чем поговорить. Ну, что я говорил, видите, вот такие вот размазы. То есть, ну, у людей небольшое производство. У них нет машины, которая сразу бы все на горячую забабашила. И у вас была бы такая, знаете, розочка. И вот таким чубчиком чиполлино. Нет. Вот когда у них будет размах, как у прораза, вот тогда они, возможно, это и будут делать. А пока только так. Лосьон. Тоже есть о чем поговорить, и при всем при том, это старая добрая школа, которую они начали с прошлого года, спиртовый и жжет мягонько, но количество спирта не указывает. Состав здесь есть точно так же, как и на всей остальной продукции. Так, состав, иди посмотри. Так, дарам, кокосовые дела, стеарин, натриевый, калиевый, мама дорогая, сколько ж тут всего понамешано. А плюс ко всему еще и кедр, и ладан, и пачули, и сандал. Чего только нет, вот черта лысого, но его здесь и не надо. Черный перец, иланг, и ой, господи, боже мой, что ж так много-то всего. И березовый деготь, конечно, тоже. Ну и, наконец, Пришеев, давайте посмотрим на него. Да, в форме стика. Я не знаю, мне, наверное, кажется все-таки больше, что современная молодежь избаловалась. То есть раньше, когда в стиках была арка и прочее, всем все было норм. А тут что-то современная компания стик сделала, сразу фу, да не хотим стики. Ну, давайте посмотрим. О, шикарно.
Ну да, может быть не совсем и удобно, потому что вот смотрите, как его сейчас оттуда колупать, да? А он не тоненький, длинненький, его обратно не завернешь. То есть вот сейчас, по идее, мне, чтобы вот его взять, мне надо вот это все оторвать. А если оторвать, а как мне его закрыть? Вопрос. Да, зря я на молодежь катил, молодежь права. Так, давайте сразу вот так вот сделаем. Вот об этом я говорил. ТДС, смотрите, вот я открыл, и теперь уже не только молодежь, теперь уже и я спрашиваю, а как закрывать-то? Вот как бы решить этот вопрос. Ну а насколько это хорошо или плохо, вот сейчас и посмотрим. Пошли дальше. Поможет нам средняя синтетика от компании HomeLike, которая призвана работать в среднем ряду. Это которая и нашим, и вашим, которая не бросается в крайности, которая работает ровно посередине для взвешенных, уравновешенных, сбалансированных людей, у которых нормальная кожа, жесткая, средняя, любая, пофигу какая щетина, ну и которым нравится вот золотая середина, скажем так, все в одном. Вот, скорее всего, вот этот помазок-то им и подойдет. За счет чего? Наверное, за счет того, что 24 миллиметра, они упруги, они изрядно колонковы. Не настолько колонковые, сколько на красной синтетике, но все же очень-очень даже прилично. Я бы, наверное, сказал на уровне Биг Брюса, примерно так. 24 миллиметра хорошо играет ручка. Ручка как березы сибирской. Ну, что я вам рассказываю, вы сами все видите. Ну и, конечно, медный пятак в попу, чтобы вообще прям все понятно было. ХЛС, дыщ. Ну, нормальный помазок. Вот сегодня с ним и поработаем. Все. Вот так. Все. Пошли бриться. К сожалению, парни, на крупном плане я проморгал показать вам чашу новую от Яков. Чаша интересная, такой раньше никогда не видел. Сделано все совершенно как-то по-необычному. Как это будет функционировать, вот или так, или как-то по-другому, это мы сейчас с вами будем проверять. Вес чаши всего лишь полкилограмма, то есть 500 грамм. Внутренняя вот эта вот глубина 5,5 сантиметров, диаметр 12. Ручка не совсем обычная, но тут же предусмотрены ножки, что можно будет ставить ровно, и по идее она не должна дергаться. Как это будет на самом деле, вот сейчас все и посмотрим. Ну а раз уж мы все в прямом режиме делаем, и у нас сегодня и пришейф, и мыло, и чаша, и помазок, да у нас до хрена сегодня что есть, давайте, наверное, все по порядку и будем делать. Первое, что я хочу сделать, это открыть банку и нанюхаться дегтярным духом. Ох, люблю я его зараду. Мазь Весневского. Сейчас такой, конечно же, нет, но с детства я ее просто обожаю. Может быть, потому что в ней тоже этого дегтя, ну, так, по самой брови. Запах шикарный. Запах шикарный. Нет еще описания на это мыло, но если почитаете этикетку, там три этажа, то есть сердце, верхние и нижние ноты, есть все как обычно, и там столько всего написано. Ну, я вот это вот все, чего там написано, я вообще не ощущаю. А есть шикарный запах дегтя березового. Но не такой всепоглощающий вырмимоз, который, вы знаете, как сверлом вам высверлит все, вот это скажет, вот нате, вот, а вот нет, хороший, такой мягенький какой-то, хороший. Ну, мы с вами уже знаем, что мыло любит влагу. Если кто не знает, почитайте на этикетке, там все написано, поэтому вот сюда так вот водички сейчас набузуем. А пока у нас все это вот здесь, вот это вот все чуть-чуть киснет, мы уберем помазок. Так, вот так видно, да? Вот так вот все видно. Вот и водичка, вот здесь вот все видно. Компрессы наносим пришейф. Первый пошел. У нас будет не один компресс. Так, пока у нас тут все влажное. Ну, что-то как-то больше бумагой шкрябаю. Ну, пока я согласен с теми людьми, которые недовольны упаковкой. Так, дайте-ка его намочу, может получше пойдет. Потому что, ну, как-то, да. Упаковка пока не очень способствует тому, чтобы вы взяли этот пришейф и нанесли на лицо. Не, это не дегтярная нота. Тут что-то свое, что-то там с гидрофильными делами. К линейке Семеновича вообще никакого отношения. Парни, те, кто ждал обзор на Флекси и на Меркур Прогресс, не кидайте тапками.
все будет нормально. Сейчас вот душеньку потешу с OneBlade, а потом мы сразу же вернемся к этому обзору. Мне тоже самому интересно, что из всего этого получится. Так, камера неправильно стоит, но мы будем стараться выйти из ситуации. Раз уж у нас сейчас вот здесь вот, смотрите, водичка уже покушала, мы сейчас вот так вот, я ни разу не был левшой, ну вот сейчас попробую что-нибудь изобразить. О, пошло как, занялось сразу махом. Видите, да? Я специально держу на чаше, чтобы если лишнее что пошло, то оно сразу бы туда болтыхалось. И если бы чаши не было, была бы просто баночка, я бы, конечно, так все не делал. Я бы водичку слил и работал бы только по размягшему мылу. Ну, вот давайте все, наверное, вот так сейчас пока вот уберем и посмотрим, что мы из этого сможем сколошматить, не сможем. Так, а как тебя держать-то, чаша? Ну, вот так вот вроде норм. Так, ну да. Прямоугольная ручка не совсем удобна. Привыкнуть можно и приноровиться можно, но не совсем удобно в плане непривычно. То есть мы с вами привыкли к круглым, а тут вон, видите, прямоугольная какая-то. Работает на раз-два, занимается махом, пена заводная, игривая, мелкодисперсионная, крупных пузырьков не вижу, чуть более больших, нежели вся остальная масса, еще есть некоторое количество, но я бы на них внимания обращать не стал, потому что они уже, смотрите, все перелопатились, и по факту да уже все готово, как-то быстро, непривычно. Семенович, серия Семенович. Если я правильно понял ТДСов, то они просто хотят увековечить имя этого человека, потому что человек с их слов непростой. Это необычайный человек. В чем же его необычность заключается? Вкусно пахнет, деготь, люблю. Деготь. Так, еще один компресс, ну вот как раз вот по этой штуке. Человеку 82 года, а дедом назвать его, мало у кого язык поворачивается. Он живее, молодее многих 40-летних, которые в той же деревне из 10 домов живут. Давным-давно завязал со всеми этими вредными привычками, отдал машину, гоняет на велосипеде, дома находиться не любит, все больше по лесу бродит, хотя у самого есть сад, большое хозяйство, несколько рощ посадил, и липы, насколько я понимаю, и дубовую рощу. Ну, человек просто живет, он вольный внутри, он вольный в душе. Если человек, вот он видит, что он что-то там с ним не то, он с ним даже общаться не будет, близко не подпустит. А вот видит, что человек открытый, и вот он к нему вот точно так же. Вот, то есть вот человек совершенно необычайный. О-хо-хо-хо-хо! Ну-ка-ся, ну-ка-ся. Знаете, что я думаю? Я думаю, что благодаря тому, что нота дегтя здесь несомненно доминирует, и всю ту палитру, которую вы сможете прочесть на банке, она напрочь перешибает. Там, по-моему, 20 или 30 названий каких-то травок, там каких-то сандалов, каких-то ланг-лангов. Забудьте, не будет никаких ни сандалов, ни лангов. Деготь. Все, больше ничего. Но в меру. По пятибалльной шкале 5 выше вырви глаз, единица еле-еле чувствуется. Это где-то примерно 2,5 на троечку. Так вот, благодаря вот этой взвешенности, я думаю, что это мыло сможет завоевать еще и тех людей, которые настороженно относятся к мазе Вишневского, к дегтю. Помазок набьем. Видите, да? Вот он. Вот он. Этот сорванец уже может бороться и с жестким ворсом. А красный предыдущий я бы все-таки не советовал. Ну что ж. Лежит? Да, вроде лежит. Ну давайте попробуем. Я не хочу, наверное, сейчас чередовать.
Давайте сейчас с самого начала, от начала до конца побреемся стоковым вариантом, ну а потом уже переделан, который Сергей Сергеевич довел до ума разума. Намочили. Такое ощущение, что уже забился. Хотя, как это может быть, я ж только что провел. А с другой стороны, что нет-то? Ну и промывается, посмотрите, достаточно нормально, быстренько. Стол скрипучий. Неудобность. Благодаря широкой вот этой планке, вот так вот вам сделать будет не просто, а вот это, вам надо будет сбоку еще заходить. Это не проблема, это особенность. Пока ловлю себя на мысли, что насечек нет на бритве как таковой, но благодаря вот этой вот выемке, более-менее норм держать, хотя подскальзывает. Не критично, но такой момент все же есть. Если у вас мокрые руки, а еще и мыльные, кирдык ага пришел. Так, первый проход худо-бедно пройден. Использовать подставку удобно. Становится прямо на нее. Деготь еще не разонравился. Он все еще работает. Жестче превалировать не стал. ТДС на банке пишет, что это 4-я формула. Там еще что-то, то ли бабушка нашептала, то ли еще они там что-то изменили. Что-то такое есть. Сами все видите, пока нравится, пока нравится. Водички добавлю. Правду говорят, мыло воду любит. Пока уже понятно, что мыло экономично. Потому что сколько мы там повозюкали, а смотрите, еще даже из чашки не брали. Так. Пропускает. По ощущениям, сейчас я еще рукой не проводил, сейчас рукой еще провожу. По ощущениям, что через щетину перескакивает. Посмотрим, сейчас посмотрим. Сейчас, мне кажется, он был в своей стихии, когда боковые вот эти проходы, вот это вот не надо, он такой и проскочил. На лице тьма тьмущая всего. То ли это пришейв, то ли это мыло, трудно разобрать, может быть, это все вместе, но я чувствую, что на лице просто броня. Ну-ка, скользкая броня, охренительно скользкая броня. По приколу. Так, чуть-чуть воды. Мыло опять по мазка. И чаши не брали.
Ну, по чуть-чуть уже запах дегтя начинает приедаться, что ли. Он меньше не становится. Переворачивать в руке, ну мне, по крайней мере, вот так вот крутить, вертеть, ну с обычной тэшкой не сравнить, конечно. Это не попандос, но, блин, ну тэшку гораздо удобнее и быстрее. Я думаю, привыкнуть можно, да? Или нет? One Blade воды, вы долго привыкали, скажите? Ну, я понял. Так, чуть-чуть намочу. Ну, выбрался-то отлично. Но все-таки пропуски есть. Неуверенность, я объясню потом, объясню. Пока, ну, я объясню, я в конце скажу. Так, мы переходим на следующую сторону. Вот посмотрите, все, что на помазке, в чаше, даже на понюшку табака не брали. И особого смысла в том, чтобы сейчас вот это хранить, я тоже не вижу. Поэтому сейчас вот, наверное, сейчас добью помазок, а потом будем из чаши брать, да и все, да? Взял влаги. И все-таки может соскальзывать. Ну и пробуем стальной. Я думаю, даже говорить смысла нет. Вы наверняка сами все слышали. И все. Если с этим инструментом я гулял как хотел, не боялся ничего, ну и подбревать еще пришлось. Вот с этим, я думаю, что нужно быть осторожным. Я там уже чувствую, ну, скажем так, жало. Ну, то есть не агрессия повысилась, а острота повысилась. Вот я бы так сказал.
Сейчас что-то вот то ли родинку. Пупырышка какая-то была. Вот это вот. Ну и все. Последний проход. Уходим на последний проход. Обратите внимание в чашу. Воды. Ну что ты? Ну давайте завершающий. То ли РК далеко от кромки, то ли еще что-то. Я вот, ага, вот. Я когда провожу, я чувствую, что вот я еще не довел, и мне еще там надо, а он меня уже не пускает. Вот это, ну, не подбешивает, но это как-то необычно. Такого раньше вообще никогда не было. А тут практически подбревать-то нечего. Так. Чуть-чуть намочу. Все. Компресс и автошейф, и поговорим об этом чуде. Ну и, конечно, посмотрите. То есть на одном помазке отмотали все полностью бритье, в чаше все осталось. Но это ли не повод задуматься об экономичности мыла? Все, компресс и автошейф. Да. Ну, конечно. Без пары косок не обошлось. Ну давайте так попробуем, что у нас такое есть. Раз уж это с дегтем, то я не исключаю, что там полным-полно органики. Поэтому прежде чем там себе что-нибудь на лицо запускать, я думаю, будет правильно, если мы его так взбодрим слегонца. И посмотрим, что у нас из всего этого получится. Парни, он черный. Офигеть. Так, я не знаю, видите, не видите. Вот видите, да? То есть он реально черный. Ой, как интересно. Так. Беспинтовый. Я не загорел. Не стал афро, нет. Значит, сейчас негра переделаюсь, еще потом делать. ТДСы. Вас, конечно, хрен засудишь. Но, блин, как минимум с вас пузырь. Если я негром стану. Да не, шучу. Вроде не настолько лосьон черный. Липкость сразу пошла. Я думаю, сейчас быстро высохнет. И все закроет. Давайте, наверное, пока он сохнет, мы его в сторонку сейчас уберем и обо всем по порядку. Чаша. Да не так, чтобы, знаете, как-то воодушевило. Добротная, обыкновенная, вот так бы я к ней сказал. Потому что, честно сказать, я ее еще даже и не понял. Она сильно бодро отличается в необычную сторону, благодаря вот этому вот своему перьевому окончанию, которое вот хвостовики у нее. Да, конечно же, можно сюда помазок, ручку ложить, это несомненно. Но плюс ко всему здесь вот внизу
четырехугольное отверстие, чтобы держать. Яки не забыли, поставили ножку. То есть я вот так проверил уже, оно качаться не будет, оно будет стоять на дондышке и плюс еще на этих вещах держать. Ну, в принципе, норм. Я бы не сказал, что как-то сверхудобно, но вполне себе возможно, причем с любой рукой, с маленькой, средней, большой, пофигу какой. Вот эта подставочка, ну, если ровно чаша будет стоять на столе, то у вас и помазок будет стоять. А если где-то что-то как-то, то, конечно же, может не устоять. Накатки. Накатки не они придумали. Мы с вами в бесплатной версии, по-моему, такое видели. Но они достаточно функциональны, вбивают нормально, хорошо. Вес полкилограмма, не тяготит руку совсем. Ну, то есть обыкновенная чаша. Я думаю, что побольше... эмаль хорошая. Эмаль хорошая. Я думаю, что по большей части будет зависеть от денег. Вот если нормально денег за нее попросят, так, по-божески, по-пролетарски, ну тогда она пойдет. А если что-нибудь как заломят, то даже пенопластовая ложа в коробке не спасет. Поэтому давайте просто подождем и посмотрим, сколько она будет стоить. А так чаша функциональна, нормально, необычно. В квадратное запихивать, ну что-то как-то нам непривычно. Обычно мы с вами в круглое пихаем, а тут квадратное. Ну то есть тоже надо как-то сообразить, понимаете, да? Ну вот, посмотрим. Пришеев. Каких-то ярко выраженных впечатлений он после себя не оставил, но я до сих пор еще не могу понять, на чью заслугу отнести то, что было во время бритья, потому что было такое полное ощущение, что у меня здесь кевлар на лице. То ли это он, то ли это он и он, то ли это он. Кто? То есть вот было бы неплохо еще поработать, но то, что на лице защита была, несомненно. Правда, это не уберегло от пары коцок. Но тут по большому счету уже гемовское лезвие сыграло. Тут уже сам маленько расслабился, сам виноват. Хотя побрился, конечно же, здорово. Сейчас могу сказать точно, что да, парни правы. Упаковка не самая удачная, пользоваться не очень удобно. Сейчас для того, чтобы хоть что-то сделать, я вот это все пообрезал, ну в смысле поотрывал, начинаешь тереть, эта бумага по тебе шкварк, ты ее загибаешь, ну тогда что-то получается. Сейчас вот что делать? Загибать обратно? Ну, для стика она слишком широкая. Была бы она уже, было бы проще. Вот тут что-то вот ТДСом надо вот на эту тему подумать. Мыло. Мыло огонь. Мыло очень даже интересное, но какое-то двоякое для меня оказалось. Несмотря на то, что я люблю запах дегтя, мать Вишневского, вот этих вот всех дел, на втором проходе как-то уже начало поддоставать. Я бы его сам для себя лично, ну, наверное, здесь половину-то убавил. Но вот мыло, да, мыло просто феерически офигительное. Мне оно понравилось. Чем? Своей экономичностью, своей простотой эксплуатации. Потому что что там, замочил его пару раз, оборот дал, и все, у тебя уже там на все бритье. И даже то, что в чаше не понадобилось нифига, про него забыли. Мне пришлось потом все это в унитаз складывать. Ну, в смысле, в раковину. Что до его свойств скольжения, да, по скольжению, да, во время, то у меня не было с ним неудобств вообще. Единственное неудобство, которое у вас может возникнуть с этим мылом, это оно, да, действительно любит влагу. Но решается элементарно просто. Взяли, чуть-чуть водички, тырц, и идете, работаете дальше. Все, больше ничего. Все легко и просто. Четвертая формула хороша. Мне реально понравилось. Но с другим ароматом оно бы мне понравилось еще больше. Другим ароматом, при условии, что он бы мне глянулся, я бы его даже себе в любимый бы положил и никому бы не отдал. А вот что с дегтем, но нет. Любимый я не стал бы оставлять. Для меня ядреный, в половину уменьшил бы. Но это ни о чем не говорит. Потому что есть люди, которые от дегтя, как уж по стекловате, плющатся, им еще в 2 раза больше подавай. Поэтому тут, сами понимаете, каждому свое. А мыло хорошее. Как и хорошее дело, что парни решили про Семеновича сказать. Потому что на самом деле Семенович, ну, это соль земли. Вот таких людей побольше. И жили бы, глядишь, иначе. Потому что, ну, вот это человек большой буквы. Судя по той информации, которая вот у меня есть. Рано или поздно нам ТДС о нем расскажут. Хороший дядька, реально хороший. Дай Бог ему здоровья, чтобы у него всегда все было хорошо. Помазок. Недавно Сергей Моисеев спрашивает ВКонтакте. Вадим Викторович спрашивает, чей помазок? Яковский. Мне так весело стало рассказывать о новинках Яков и брать у них помазки кисти и вести, ставить свои ручки.
Ну, ребят, ну не Яки единый во всем мире делают по Москве, много еще других компаний. Эти узлы, как и барсуки, так и синтетика от другой компании, не менее известной. Я лишь могу вам сказать, что с этой компанией работают как европейцы, так и мы, так и американцы. Многие работают, Розараки даже одно время работали с этой компанией, а может сейчас еще работают. Так что компания достаточно, она себя зарекомендовала, и я рад, что у нас есть вот такой узел. Если вы хотите золотую середину в колонковости, в упругости и в объеме, вы знаете, куда идти, знаете, куда. Я рад, что у нас есть этот узел, за него стыдно мне точно не будет. Бритвы, боль, печаль моя, тарам-дарам. Я сейчас стою перед непростым выбором, потому что то, что я сейчас должен сказать, я бы не хотел говорить. Но с другой стороны, если я столько лет перед вами не лукавил, сейчас-то какой смысл? Тут один выход, тогда вообще ничего не говорить. Но это тоже, это будет еще хуже. Так что лучше уж сказать, как есть. Ребята, я восторгался этой бритвой, я ее любил, как только я ее увидел, я от нее просто фанател, потому что от этого нельзя не фанатеть. Вы посмотрите, она красавица, она просто шикарна. Здесь все необычно, все нетривиально и все просто обалдительно. Начиная от внешнего вида вместе с подставкой, заканчивая, ну, плавающая голова. Ну, вау. Я уже не говорю про того крокодила Данди, который ролик снял, но это просто феерично. Я хотел эту бритву, я болел этой бритвой, и когда я узнал, что Сергей Сергеевич ее да вот именно поэтому сейчас я и бреемся, потому что я очень хотел эту бритву. В этой бритве для меня, ну, как бы все нетривиально. Посмотрите, какая подставка, посмотрите, какая ручка, посмотрите, как это все культурно обыграно и как это красиво в конце концов. Я уже не говорю за деньги, сколько оно стоит. Ну а по факту для меня это оказалось, ну, нифига не дешевые понты. Вот в моем случае это просто понты. Я не хочу говорить за всех One Blade водов. Полно людей, которые любят эту бритву и которым она нравится. Я не хочу вас обидеть, поймите меня правильно. Я просто хочу сказать, что вот я разочаровался в этой бритве. Разочаровался по многим причинам. И тут дело даже не в цене, потому что цена это всего лишь та позиция, которую каждый сам решает для себя. Кофе может стоить как 50 рублей, так и 500 рублей, так и 1500. Если оно где-то продается за 1500, значит там есть люди, которые готовы платить за это кофе такие деньги. Я о другом сейчас хочу сказать. Все вот эти последние годы я восторгался с ролика рекламного об этой бритве, восторгался ее внешним видом, а сегодня я ее подержал в руках. И сегодня лично для меня выяснились такие моменты, о которых я просто раньше и знать-то не мог. Какого рода? Первое. Это расстояние от режущей кромки до гарды. Как оказалось, если я буду бриться вот так вот, то я не смогу до конца пробрить. Мне нужно тут начинать как-то изгаляться, потому что я вот подошел, я у носа в перемычку уперся гардой, а там еще волосы есть, а мне их надо выбрить, а гарда не пускает, а режущая кромка еще далеко. Непривычно для меня. Нужно напрягать мозг и думать, как выйти из этого положения. Напрягал, вышел, проблем никаких. И дело тут не в том, что нужно напрягать головной мозг. Это мы делаем с вами каждый день. А дело в том, что по таким пустякам приходится это делать. Вот для меня лично. Следующее, что касается головы, это вот эта вот вся конфигурация и ее размеры. Потому что первое, с чем я столкнулся, мне вот так вот трудно сделать. Потому что размеры головы мне мешают это сделать. И как я был доволен, рад и счастлив, когда я, проходя вот так вот это место, кстати, очень хорошо цепляет, тут проблем вообще никаких, ноль, замечательно. Я просто все снес к чертовой матери, у меня чувство дискомфорта пропало, потому что то, что я ставил на первом проходе, я на втором убрал легко, непривычно и неожиданно. Плавающая голова, видео и у себя на сайте. Но это, конечно, несомненный плюс. Это впечатляло в том числе тоже. Ну как же, вы так вот берете просто, так. Ну, вылазь давай уже, вот. Вы так, жах, вот тут вот это везде. Вы ведете, у вас ручка вот так, а голова у вас вот так ходит. И вы там как на пневмоподвеске, там на шевролете, весь из себя такой.
А начинаешь бриться и понимаешь, что эта подвеска здесь нафиг не нужна совершенно. Закрепи они его жестко. Ты брился бы точно так же, не хуже и не лучше, потому что это не единственная подвеска. В бритве, да, это подвеска и очень хорошая, но у нас-то с вами всегда с собой еще другая подвеска, которая ничуть не хуже. И ты, ты выключаешь эту подвеску, а вот у тебя остается это. Но по идее ты начинаешь все равно пользоваться этой, и ты понимаешь, что эта подвеска нахер не нужна совсем. Закрепи они ее жестко, ты побрился бы ничуть не хуже, с тем же эффектом. Вот. Следующая, ручка. Красивая, великолепная. Вот с такой амбразурой во все брюхо, и ты понимаешь, что без этой амбразуры-то она, собственно, никак, потому что здесь обыграно дизайнерами, но просто все великолепно. Просто прекрасно, и глаз очарует, завораживает. И здесь Blade One, и здесь Blade One, и просто полный Just Blade One. Красиво, да, нравится, да, и восторгаешься. Но когда начинаешь бриться, то понимаешь, что влажные руки – это враг. А если у тебя еще руки и в пене, ну это враг вдвойне. Это начинает выскальзывать. И плюс к этому, когда ты начинаешь вот вращать эту бритву, а ты это рано или поздно все равно будешь делать, потому что тебе нужно менять ее положение. Вот эта вот гребаная дырка, которая здесь, она отвлекает и мешает. У тебя не то чтобы пальцы в ней путаются, но ты-то привык к кругленькому, удобненькому. Вжик, цвырк, 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 шмык, шмык. Ну а здесь... Не, ну да, конечно, круглое носить, квадратное катать, все мы это умеем, любим. Но здесь на ровном месте споткнуться от такое непривычное, надо привыкать. А у тебя руки мокрые, у тебя ну, короче, ты уже не абрикет думаешь. Ты уже думаешь о том, как бы не потерять клиента, потому что этот цвырк-цвырк, он или туда, ну и... А тяжелое, 400 баксов, ну как-то там у самого же цвырк-цвырк начинается. И ты уже думаешь, как бы не потерять бы, блин. А так красивая. Угу. Ну, таким лоботрясам, как я, у которых руки во время бритья в мыле и в воде, конечно же, я бы не советовал. И не все такие. Есть интеллигентные, воспитанные, культурные люди, у которых руки всегда чистые и сухие. Да, да. Честь и хвала. Есть такие. Я одного или двоих даже знаю. Но есть и такие, как я. Расстроился очень. Очень-очень. Хотя, конечно, и благодарен Сергею Сергеевичу по поводу того, что он дал вот это все попробовать. Ну и по поводу самого бритья. База побрила неплохо. Вполне себе. Но вот у меня такая щетина и такая кожа, а вот у вас такая, а вот у него такая, а вот у него такая. А для этой бритвы выпускаются только одни лезвия, которые вот у физера заказываются. А ну как оно вам не подошло? В обычной станке ты идешь, берешь, меняешь лезвие, и ты находишь то, что тебе нужно рано или поздно. Здесь ты что будешь делать? Кому пойдешь лезвие просить? Сколько здесь лезвий вообще вот для этой бритвы предусмотрено вариантов? Там 5, 10, 15, 20, сколько? Это хорошо, вот у нас в России есть Сергей Сергеевич, который берет вот такие вещи и переделывает на гемовские. Вот гемовская с этим, ребят, ну извините, ну не сравнить. Вот этим, когда я швыркал без опаски и побрился хорошо. Я не согласен с теми людьми, которых я вот слышал до того, как это говорю, да, говнище, я пробриться не могу, там сколько елозишь по одному месту. Вот у них может быть да, я спорить не буду. Но у меня более-менее норм. Хотя, если говорить вот совсем по чесноку, то ну, было непробривов и немало. И в принципе с этой лезвием. хотя вот норм. Ну из 100%, ну скажем так, ну 85. Вот так вот я бы ей дал. Из 10 баллов 8,5. Но как только вот поставил гемовское, да, и бритье, ну, достаточно комфортное, нормально, без каких-то огрехов, косяков, я имею в виду вот само вот бритье. А когда, что такое? Так тут вот как еще, видите, в другую сторону не поставишь, вот так вот, да, поставишь, интересно. Как только вы переходите на гемовское, это все равно, что вы, ну вот я по-своему буду говорить, как вот мне ближе понятнее, это все равно, что вы старт 0.69 и старт 0.9 поменяли на старт 1.18. На 0.69, на 0.9 вы бреетесь и проверяете себя, поставили вы лезвие или нет, потому что вы РК не чувствуете, несмотря на то, что бреетесь. А на 1.18 уже не надо проверять. Вы там, это первая позиция, на которой вы начинаете чувствовать РК. И вы уже получаете совсем другое бритье. Так вот, здесь я почувствовал РК, а там нет.
Вот в моих глазах получается вот это 0,69, 0,9, но нет, какой 0,69, 0,9 скорее всего. А вот здесь вот 1,18 и выше. И я по накатанной пошел по этому, вольности маленечко, чуть-чуть себе даже тут снес, но это гораздо интереснее, гораздо лучше. А если вы живете в другой стране, и у вас нет Сергея Сергеевича, и вам не к кому обратиться, Сергей Сергеевич, будь ласка, выручай, сделай мне хорошо, переточи. Тоже непонятно. Короче, одно расстройство. Я ждал больше. Вот. Ну, кстати, все высохло. Лосьон. Лосьон интересный. Смущает цвет. Хотелось бы, чтобы ТДС это пояснили. И при частом использовании я стану афро, или я таким вот и останусь. Или что-то вот на эту тему будут изменения. Уж больно он черенький. Хотя понимаешь, конечно, что это встряхивать, то есть все, но все равно тут что-то будет оставаться, нет. По работе мне понравилось, липкость прошла достаточно быстро, в течение где-то 1,5-2 минут, дольше, чем на всех других его лосьонах, но все-таки прошла. Сейчас на лице благодать, очень хорошо, очень здорово. Запах начинает раскрываться где-то после того, как сразу же улетучится спиртовая вот эта составляющая, потому что вначале со спиртовой будет кислинка какая-то, такая, знаете, а-ля лимонелла или что-то вот такое, а как только спирт улетучивается, тут же сразу начинают у вас там какие-то дополнительные ноты играть. И уже начинают вбиваться в букеты головные, сердечные и нижние. Но дегтя уже значительно меньше. Дегтя больше всего из бутылки будет. Не самый мой любимый запах, но все-таки достаточно веселый, достаточно хороший. Я понимаю этих людей, которым понравилась вот эта вот связка. Это, скорее всего, те самые люди, которые любят деготь. Ребята, мой респект и уважение за то, что вы сумели сделать такое, особенно за то, что думаете о хороших людях. Вот Семенович, вот это вот на самом деле соль земли. Дай Бог, чтобы их побольше было, и дай Бог им здоровья, чтобы они всегда среди нас были и как можно реже уходили. На этом разрешите попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай ему Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну, если вдруг каких-то водов сегодня обидел, ну, ребят, не судите строго. Ну, вот как-то так. Вот как думал, так вот, как этот аксакал степи. Едет, вот видит, поет и вот спел песню. Ну все, пока-пока. До новых встреч.